Друзья, приветствую вас! Вечерний обзор на канале Ниндзя Капитал. Давайте рассмотрим, какие события произошли и какие в связи с этим ожидаются движения сегодня на вечерней сессии по ряду активов: доллару, нефти, золоту, рублю и евро. Так, ну вот произошло заявление, выступление Пауэлла в части того, что ожидается от ФРС до конца этого года. В следующем году пока еще заседание целиком не завершилось, оно завершится в 23 часа, по-моему, по Москве. Вот. Тем не менее, Пауэлл произнес вещь, которая, скажем так, была несколько неожиданна, по крайней мере для меня. Он сказал, что до конца этого года он планирует начать сокращать скупку активов. Самое удивительное, что реакция на его слова была достаточно парадоксальна, все прямо расцвело, распустилось. Потому что до этого слова других директоров ФРС о том, что предполагается уже в начале 2022 года начать сокращать скупку активов, облигаций, уже вызывало массу негатива и резонанс. Рынки там начинали падать, паника возникала и так далее и тому подобное. Даже удивительно, что, наверное, как-то Пауэлл слишком мягко это сказал, так что никто это как что-то страшное не воспринял. Но, кстати, уже сразу по факту такой реакции начали появляться статьи в западной финансовой прессе о том, что вот вы напрасно ждете, что в сентябре все упадет. Никто не ждет, что в сентябре все упадет. Есть вероятность развития такого сценария, но на самом деле, если будут предприняты успешные и умелые действия, плюс везение, то, соответственно, никакого страшного падения не будет. Но здесь есть другой момент. С моей точки зрения имеет место быть факт неизбежности. Факт неизбежности заключается в том, что если мы проанализируем всю мировую ретроспективу развития, политическую, историческую, экономическую и так далее, то мы с вами увидим, что все кризисы, все какие-то встряски, они приводили к обвалу и просадке. Но не обязательно фондовый рынок. Фондовый рынок на самом деле это не самое страшное, что может быть. Страшнее, когда начинаются мировые войны, катаклизмы, разрушение, континентов, метеориты, кометы прилетают. И вот эти события, они действительно по своей сути ужасны. На самом деле, обвал фондового рынка, это не самое страшное, что может быть. Вот. И мало того, те события, которые были в марте 2020 года, скажем так, это достаточно мягкий сценарий был. То есть могло быть все гораздо хуже. Следующий момент – это вопрос неизбежности. Дело в том, что когда происходили какие-то изменения глобальные, мировые, тектонические сдвиги, рано или поздно происходил какой-то крах. Что-то рушилось, что-то перестраивалось, происходили какие-то кардинальные изменения и так далее и тому подобное. Но это диалектика развития мира. От этого никуда не деться и этого не избежать. И поэтому с этой точки зрения, что какие-то катаклизмы, они необходимы. То, что было в 2008 году, в 2020, это пока не катаклизмы, это так, цветочки, можно сказать. Вот, соответственно, то есть здесь наиболее вероятно, природа, она все-таки в той или иной форме возьмет свое. Вот была попытка взять это в виде ковида, в виде иммуноглобулин, но на самом деле на текущий момент это все привело в какую-то вялую, непонятную, болезненную, но с другой стороны не очищающую мировое развитие и экономику стадию. Здесь, с моей точки зрения, ситуация будет заключаться в том, что все катаклизмы, которые происходят, они имеют такое обыкновение, что большинство людей к ним не готово. Вот, например, когда был кризис 2008 года ипотечный, большинство же людей не было к нему готово, правильно? Да, были отдельные индивидуумы, типа Марка Бьюри, еще там кого-то, кто смог это просчитать и понять, что это так или иначе произойдет. Но большинство людей к этому не было готово. Равно как и к тем событиям, которые произошли в марте 2020 года, когда наступил коронакризис, вот это обвальное падение и так далее, и наступила новая реальность. Также и здесь, действительно, на текущий момент
ну, весьма вероятно, что никаких катаклизм не произойдет. Хотя, с моей точки зрения, конец сентября 2021 года для этого несет в себе массу благоприятных факторов. В нехорошем смысле этого слова. Но есть и другой момент, который заключается в том, что когда все этого ждут, этого не будет. Потому что в таком процессе есть та сторона, за счет которой все происходит. То есть, как правило, это большинство людей. Потому что для того, чтобы происходили витки развития, там экономики, цивилизации и так далее, нужна очистка от того, что накопилось. Соответственно, такой очистки, с моей точки зрения, пока что не было. И если действительно человечеству удастся в этот раз пройти без мировых войн, без каких-то потрясений огромных, то это можно будет сказать, что действительно наступил прекрасный новый мир, в котором совсем все по-другому. Но диалектика развития, она указывает на то, что вероятность такого прохождения, она очень невелика. У всего есть начало, у всего есть конец, и это неизбежно, и от этого никуда не деться, с моей точки зрения. Так, друзья, ну это небольшое отступление, преамбула. Давайте посмотрим календарик, что там еще помимо Пауэлла было. Так, базовый ценовой индекс расходов на личное потребление остался без изменений. Это уже радует, потому что нету негативной динамики. И примечательно то, что сальдо внешней торговли у Соединенных Штатов, отрицательное сальдо, оно стало снижаться. Соответственно, снижение отрицательного торгового сальдо – это снижение давления на экономику. Но есть и другой момент, который заключается в том, что на самом деле до ковида отрицательное сальдо торгового баланса у Соединенных Штатов и у многих развитых стран, не у всех, но у многих, оно было в связи с тем, что производить товары было более выгодно в других странах. Что мы получаем? Если, соответственно, центр производства смещается, допустим, из Китая в Соединенные Штаты или в какую-то другую страну, то, как вариант, здесь растут издержки стоимости производства и логистические издержки. Соответственно, это все сказывается на покупательской способности американских потребителей, американских граждан. Так, друзья, ну давайте, наверное, перейдем к графикам. Хотя вот еще хотел на одну такую штучку внимание обратить. Это статья в «Экономисте» по поводу Генри Киссинджера. Ну, как известно, это величайший политический деятель, интеллектуал Соединенных Штатов, всего мира. Он, соответственно, охарактеризовал с его точки зрения, почему Америка провалилась в Афганистане. Но на самом деле то, что он сказал, что действительно как бы нельзя в тот народ, который живет в Средневековье и хочет жить в Средневековье, принести свет цивилизации, это было понятно еще в самом начале, когда американцы туда пришли. Меня больше удивляет другое, что сейчас, спустя 20 лет, после того, как вся эта операция проводилась, после того, как все это было, соответственно, поднимается вопрос о том, что ну, нельзя здесь достичь успеха. Это было понятно, что нельзя. Да, можно смягчить, можно сделать, скажем так, жизнь некоторых людей лучше, но тем не менее кардинально вот эту ситуацию ее нельзя переломить. То есть для того, чтобы произошли изменения, должны измениться сами люди. И тогда все изменения происходят очень быстро. А иначе они не происходят, либо возникают какие-то мучительные непонятные ситуации. Так, друзья, ну давайте перейдем наконец-то к графикам. VIX, дневной таймфрейм, вчерашнее движение, которое пошло на рост, не увенчалось успехом. Ну и, соответственно, здесь у нас есть просто определенные циклы, когда он начинает расти. Соответственно, сейчас пришло время консолидироваться, проторговаться и набраться сил, прежде чем следующий цикл роста наступит. Так, друзья, индекс доллара, он сегодня сделал невозможное. Он пробивает вот эту вот поддержку, которая здесь была сформирована. И, соответственно, здесь на сегодня очень существенный момент, как вот это движение разовьется. Будет ли закрытие ниже 92,6, 92,5. Если будет, то, соответственно, следующая неделя у нас пройдет под знаком роста рисковых активов и ослабления доллара. Так, друзья, далее нефть. По поводу нефти.
Так, давайте на секундочку перейдем в телеграм-канал. Вот здесь я по Мечелу сегодня давал раскладку по Совкомфлот, хотя вот, конечно, тема она такая, с моей точки зрения, очень рисковая. Так, и вот по нефти я здесь по поводу того, какое движение на сегодня предполагается, с моей точки зрения. Но здесь мы уже видим, движение пошло чуть повыше, 72,2. Вот, но здесь должен обратить внимание, что все-таки слишком сильный рост, то есть все-таки должен быть коррекционный откат. Ну вот, возвращаясь к нефти, сейчас наиболее вероятно будет разворот и попытка отката, цель отката движения вот сюда вот на 71,8, 71,9. Если в ближайший час-два не происходит вот этого отката, то здесь вполне может быть под конец еще и задерг. Цель движения будет 73,45. Я на это ставку бы не делал, несмотря на то, что есть здесь определенные предпосылки, которые указывают на развитие такого движения. С моей точки зрения, более вероятен коррекционный откат, менее вероятно закрытие в районе 42,4 и наименее вероятно это движение выше этого значения и, соответственно, возврат на 71,55 и ниже. То есть здесь должно произойти такое плавненькое остывание и где-то вот здесь вот закрытие. Так, друзья, далее золото SFD давайте посмотрим. Ну, что здесь примечательно? 1814, 1815 цель мы на сегодня сделали. Но вот из-за того, что было заседание в Джексон-Холле, мы получили такую вот волшебную волатильность, вообще суперскую. 1782 не пробили, 1794 пробили, но тут же его выкупили. Вот, соответственно, что у нас получается? У нас получается золото консолидировалось всю неделю. Окей, окей. И сейчас, если закрытие выше 1814, то на следующую неделю весьма вероятно продолжение восхождения роста золота. Но смотрите, здесь кто-то, допустим, скажет, ну как же так? Ведь объявили же, что уже к концу года даже сам Пауэлл, который еще тот голубок, ну, в плане того, что он никаких сокращений и думать не думал, но он уже объявил о том, что, возможно, в конце года скупка активов будет срезана. Соответственно, почему растет золото? Оно же любит ликвидность. Ну, здесь сами видите, раздули ситуацию в Афганистане, и вот этот вывод войск затеяли непонятно, точнее, понятно, почему именно сейчас. И, соответственно, средства массовой информации, возможно, все, что там происходит, оно тоже имеет какие-то подоплеки в себе. И поэтому на фоне роста геополитических рисков вопрос только в том, как они происходят и насколько это органичный процесс или это процесс, который происходит, скажем так, с подливанием масла в огонь. Мы видим такое движение по золоту. Ну и, соответственно, по золоту, если ставки не режут, для золота именно ставки являются наиболее критичными, в меньшей степени скупка активов, хотя она тоже влияет на цены на золото. Соответственно, мы вот, если 1814 одолеваем, то на следующей неделе по золоту возможно уже более кардинальное движение наверх. Так, друзья, давайте на секундочку посмотрим, что тут у нас на карте рынка. Так, ну смотрите, по Мечелу я свою точку зрения озвучивал. Здесь все как бы практически полностью получилось, так как я это видел. И там единственный момент был ложный пробой на 99. Дошли до 97, но это при такой ликвидности вполне естественная ситуация. Мечел АП. К АП я отношусь очень субъективно, не позитивно, я бы так это сказал, потому что привилегированные акции, с моей точки зрения, они несут в себе, особенно в российских реалиях, гораздо больше минусов, чем плюсов. Поэтому, что там насчет дивидендов решение приняли, но если как бы вот вы этим вопросом исключительно владеете, тогда в такие игры играть имеет смысл. Я думаю, что вот просто так вот взять и купить прифы Мечела, это игра, которая очень рискованная, и свечи она не стоила для человека, который не занимается Мечелом и тем более не делает ставку и расчет по прифам. Так, друзья, давайте дальше посмотрим рубль-доллар, спот, USD, рубль tomorrow. Ну, изо всех утюгов несется о том, что крики произошло обвальное падение доллара, доллар упал. Ну, смотрите, ну где здесь упал? Здесь движение идет в рамках консолидационного диапазона. Нижняя граница, уперся в нижнюю границу 73,6, 73,5 USD tomorrow по споту.
Ни о каком обвальном падении здесь не идет речь вообще. То есть это обычное движение в рамках консолидационного диапазона на фоне там какой-то существенной вышедшей новости. Да, если вот закрытие будет ниже значения 73,5, то вполне вероятно, что на следующей неделе мы увидим действительно укрепление рубля. Цель движения будет 73,3, возможно даже пониже. Но пока это все движение в рамках консолидационного диапазона. Мало того, реакция несколько парадоксальная, то есть она носит инерционный характер, я так понимаю, новостной, потому что Пауэлл на самом деле сказал не то, что от него ожидалось. Ожидалось, что он вообще не будет на обозримое будущее какое-то сокращение скупки планировать. А здесь прозвучало на конец года. То есть вышла новость, которая она негативна, она рынком пока не освоена в полном объеме. И в ближайшее время она наверняка рынком будет надлежащим образом переварена. Но еще как бы пятница, там все готовятся к выходным, в понедельник все в себя придут, схватятся за голову и скажут: блин, как же так, как же так. Так, друзья, ладно, смотрите, на текущий момент рубль-доллар, движение это, конечно, оно было немножко неплановое для меня, скажем так, но с другой стороны, здесь, по сути, сейчас вот эта проторговочка идет, борьба за уровень 73,6, 73,5. Соответственно, закрытие ниже 73,5 открывает перспективы на следующей неделе, возможно, достаточно резвого укрепления рубля в район 73,3, возможно даже и поглубже. Но я пока на такое ставку бы не делал. Да, здесь все движение, оно идет в привязке к индексу доллара. Если индекс доллара все-таки начинает проседать, то, соответственно, тогда волей-неволей будет поддержка и рублю. Если переходить на 15-минутный таймфрейм, то сейчас более вероятно будет движение наверх. И, соответственно, попытка сегодня закрыться в районе 73-75. Но если будет пробой 73,5, то да, тогда как бы мы сегодня уже можем освоить резко и внезапно 73,3. Но я думаю, вероятность такого события невелика. Более вероятно вскарабкивание на вот этот диапазон и закрытие либо сразу на нем 73-65, либо движение по направлению 73-75 и закрытие где-то здесь. Так, друзья, далее фьючерс на индекс РТС. Здесь, по сути, даже движение чуть выше произошло. Я все-таки думал, где-то здесь оно затормозится. Но, по крайней мере, с утра картина по индексу РТС указывала на то, что так или иначе куда-то сюда, вот к этому значению весьма вероятно движение произойдет. Пошло движение посильнее и, соответственно, сейчас на сегодняшний момент, если закрытие выше 165-500, то следующая неделя она может быть для РТС весьма бодрой, и движение, цель которого будет 169 и перебивание вот этого максимума. Вот. Но я все-таки склоняюсь к мысли о том, что закрытие будет где-то вот в этом консолидационном диапазоне 165 150, 165 700. Да, нефть растет, если нефть даст жару, то, конечно, закрытие будет где-то, наверное, в районе 166 400. Но, с другой стороны, вечер пятницы, здесь нужен какой-то откат и перевод дыхания. И я думаю, такой сценарий все-таки более вероятен. Так, друзья, далее серебро, часовой таймфрейм тоже ставлю. Но смотрите, сделали по образу и подобию золотом вот эту цель 24. Но сначала более размашистое движение было, у золота все-таки более поджатый боковик. И, соответственно, здесь у серебра тоже задача сегодня закрыться выше 23,8, 23,7. Если такое закрытие будет, то следующая неделя для серебра она пройдет под знаком роста с высокой степенью вероятности. В общем-то, все, основные события, основные новости. Спасибо за внимание, успешных торгов, хороших выходных.